Да это же тигр духов тьмы. Да, Тансан наконец встретился с темным богом-тигром. Это был, пожалуй, его сильнейший соперник за последнее время, потому что из-за него он чуть не лишился жизни. Можно сказать, Тансану крупно повезло выжить. Сложить все чуть-чуть по-другому, и темный тигр поглотил бы всю силу Тансана. Думаю, даже если бы Бибидун столкнулась с этим тигром, весьма вероятно, она бы проиграла. Тянь Ринсюэ все еще проходит 9-е испытание. В аниме очень интересно обыграли, как она узнала о прошлом Тянь Далю и обо всех тайнах. Ей об этом не рассказал дедушка перед своей смертью. Она все увидела с помощью его воспоминаний. Кстати, после Бибидун Тянь Ринсюэ увидела фигуру своего дедушки. Он был вторым из 3 людей, что испытывали сердце Тянь Ринсюэ. Он тихо сказал: «Дитя, не сдавайся, ты должна терпеть. Это шанс, за который дедушка променял свою жизнь». Тело Тянь Далю горело золотым пламенем. Его взгляд, наполненный надеждой и ободрением, стимулировал душу Тянь Ринсюэ. «Дедушка, я не сдамся, у меня обязательно все получится. Не волнуйся, я обязательно стану сильнейшей, я исполню твое последнее желание. Дедушка, дай мне силы выдержать эту боль». Дело в том, что когда Тянь Ринсюэ проходила 9-е испытание, она испытывала неимоверную боль. Она заставила Тянь Ринсюэ чувствовать себя хуже смерти. Настолько, что она даже потеряла способность думать. Это жуткое чувство, казалось, исходило из костного мозга в ее костях, и все ее тело страдало от чрезвычайно ужасающей боли. Это был очень болезненный процесс превращения человека в божество, а также все 6 духовных костей сливались воедино, превращаясь в золотую жидкость, из которой впоследствии будут вылиты ее доспехи и броня. Тело Тянь Ринсюэ в это время постоянно менялось. Уже в свои 30 Тянь Ринсюэ постепенно становилась моложе. Теперь она выглядела уже на 18 лет. Она все больше походила на бога-ангела. Как показали в анонсе, Тянь Ринсюэ все же увидит Тансана в своем испытании. Однако у нее было совсем другое отношение к нему, лишь желание превзойти его и стать сильнее. В оригинале она влюбилась в Тансана, хотя не хотела этого признавать. Но если так подумать, не она одна испытывала такие чувства к Тансану. Здесь можно вспомнить Хулену и других второстепенных персонажей. Также Тянь Ринсюэ узнает правду о смерти своего отца. Она не могла поверить, что в этом виновна ее мать, Бибидун. Тянь Ринсюэ даже поклялась, что Бибидун за это заплатит. Отношения между ними уже были очень напряженными. Но теперь, когда Тянь Ринсюэ узнала правду, она возненавидела Бибидун еще больше. Интересно, что когда Бибидун пожирала Тянь Цюньцзы, Тянь Далю стоял у двери. Очевидно, он опоздал всего на шаг. Если бы он успел, то обязательно остановил бы Бибидун. Но он не убил ее после этого именно ради Тянь Ринсюэ. Он не хотел, чтобы Тянь Ринсюэ родилась и жила без матери, что показывает, как сильно он любит свою внучку. Главная цель Тансана сейчас – собрать 8 колец на молот чистого неба, а 9-м будет кольцо от короля китов. В серии говорится, что ему 1 миллион лет, хотя на самом деле он немного не дотягивает до этого возраста. Чудо-кит также стремится стать божеством, драконом. Самое интересное, что нас ждет в следующей серии, это битва Тансана с темным тигром. В мире духовных зверей он определенно был существом высшего уровня. В прошлом, когда Дамин и Эрмин объединили свои силы, они только изгнали его из леса, но не убили, что показывает, насколько он силен. Как показали в анонсе, даже великий мастер не знал, какими навыками обладал этот тигр, потому что никто из мастеров не выживал после встречи с ним. По сути, что для Тансана, что для тигра этот бой был на равных. Они оба не могли подготовиться заранее и действовали по ситуации. Это был очень умный зверь, он даже мог разговаривать. Кроме того, он сознательно строил тактики боя и даже был способен на хитрость, чтобы победить. Как разумный противник, он тут же начал выискивать слабости Тансана. Несмотря на свои 100-тысячелетние кольца и трезубец морского бога, Тансан был ошеломлен силой и навыками тигра, и даже попал в его ловушку. Особенно невероятны его атрибуты, тьмы и молнии. Возможно, они были божественного происхождения. В целом, этот тигр 65 тысяч лет заставил Тансана сильно попотеть. Неудивительно, что с ним не хотели связываться даже такие силачи, как обезьяна-титан и буйвола-питон. Особенность темного тигра в том, что он не может культивировать, как обычные звери. Он повышает свою силу, только поглощая других зверей и даже мастеров. Вот почему 65 тысяч лет, полученных с помощью поглощения, сделали его таким могущественным. Он планировал также поглотить Тансана. Только представьте, каким станет этот тигр, если получит всю накопленную силу Тансана. Как видим, битва будет невероятно увлекательной. У Тансана не было особого преимущества перед темным тигром, поэтому было нелегко. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть этот крутой бой. Подписывайтесь на канал и всем пока.